Привет, ребят, меня зовут Алекс, и это новости Японии за последнюю неделю, наверное. 20-летний блондин находится в бегах после того, как угнал робот-пылесос и врезался в работника Обихиро Хоккайдо. На пылесосе он, видимо, ехал домой 12 августа. Инцидент произошел в магазине электроники и расположенный по адресу... Ну зачем надо адрес? Нам не надо адрес. По данным полиции, около 11:40 утра 12 августа мужчина украл робот-пылесос. Стоимостью около подождите, нет, не 1 миллиона йен. Это просто цифра 1 на одной строчке, а нули на другой, это очень сложно. 100 тысяч, йен, и собирался уходить, когда его остановил сотрудник магазина. Затем мужчина набросился на продавца, сбив его с ног и скрылся с роботом-пылесосом. Его пока что еще не нашли. Зачем ему робот-пылесос? Ну, понятно для чего, даже чтобы убраться. Выбора у человека никакого не было. Просто нужен робот-пылесос, чтобы хоть кто-то у него убрался. Жалко, конечно, этого бедолагу. Я про робота. Редкие кадры выступления Его Величества Императора на Альте в Монголии. В общем, император поехал в Монголию и там сыграл на скрипке. Вот и вся история. В принципе, это крутая новость, я считаю. Когда, не то чтобы руководитель страны, символ страны может на чем-то играть, это очень хорошо. Это означает высокий интеллект, по моим данным. Я ни на чем не умею играть, на нервах только. Инцидент в сфере туризма. Наконец-то начались суровые меры. Вот когда я вижу суровые меры в заголовках новостей в Японии, у меня возникают некоторые сомнения. Но на всякий случай открыл эту новость. Вдруг действительно суровые меры наконец-то. По всей стране чемоданы остаются без присмотра. Отель использует их для чего-то еще. Удивительно, как их используют. Давайте узнаем, как их используют. Значит, проблема оставленных без присмотра чемоданов стала социальной проблемой. Мне непонятно, почему они их оставляют. Я, кстати, один раз тоже оставил чемодан. Знаете почему? Потому что я переезжал очень часто. У меня был чемодан ростом с собаку. Где-то чуть выше меня. И поэтому для того, чтобы переехать в новое место, мне постоянно приходилось этот чемодан с собой таскать. Я один раз не выдержал, просто его оставил рядом с помойкой. Очень хороший чемодан. Мне, правда, до сих пор очень жалко. Такой классный чемодан, дорогущий. Тьфу. Правда, потом я дофига чемоданов таких же нашел в Корее бесплатно. И упер их с собой. А почему они их оставляют? Репортер говорит. Довольно много больших брошенных чемоданов. Мы уже поняли, спасибо. Мне нужно знать почему. Человек, работающий неподалеку, сказал об этих чемоданах. Мы ничего не можем сделать. Страшно подумать, что внутри может что-то быть. Предполагается, что такие чемоданы в основном оставляют иностранные туристы, которым они больше не нужны, и которые оставляют их на улицах или отелях, где они остановились. Можно же на помойку, никак не помойку, помоечное место, где можно оставить мусор. Хотя бы туда поставь-то, ё-моё. Что людей-то пугать? Реально, может быть, там что-то лежит страшное. Вот они, туристы. Чемоданы также были небрежно оставлены в вестибюле аэропорта Нарита. В этом случае их забирают как потерянные вещи и должны храниться в полицейском участке. По сути, если чемоданы оставлены, их же надо еще просканировать на всякие бомбы. То есть это реально время отнимает у людей. Придурки. Несанкционированное оставление чемоданов есть санкционированное. Стало социальной проблемой, и были случаи, когда людей ловили. Даже на парковке. Начинается Обон. Обон – это, ежегодный праздник. Очень большой, грандиозный праздник в Японии. И еще во время этого праздника танцуют танец Обон. Что вы обязательно стоит посмотреть хоть раз в своей жизни. Забыл сказать, поэтому как-то так. Я преподаю японский онлайн. Вся информация в Телеграм. Женщину в возрасте около 50 лет подозревают в краже бутылки вина стоимостью 1907 йен из супермаркета в Фукусиме. 53-летняя безработная жительница района Фунабикичо города Тамура. Ее подозревают в краже бутылки вина. Зачем она это сделала? Свидетелем преступления стала сотрудница магазина. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали ее с поличным, то есть выпить не удалось. Мы можем посочувствовать женщине 53 лет. На допросе женщина давала расплывчатые показания. Может быть, все-таки удалось выпить? В городе Иванаи на Хоккайдо мужчина был арестован за кражу после того, как спрятал 3 банки пива в животе и вышел из магазина, заявив: «Я не хотел тратить деньги». Здесь мы можем только согласиться с ним. Никто не хочет тратить деньги. Подождите, спрятал 3 бутылки в животе. Опять-таки возникает вопрос, успел ли он их выпить таким образом, либо он спрятал их под складками жира. То есть, мало ли, может, у него там специальное хранилище есть какое-то. Мужчина признался и сказал: «Я не хотел тратить деньги, поэтому я определенно украл 3 банки». Определенно, я сделал это, думая, что меня не поймают. Мужчина подозревает в том, что он спрятал 3 банки пива объемом 500 мл, общей розничной стоимостью 915 йен под одеждой, и спрятал их в районе живота в супермаркете в городе Иванай. В настоящее время полиция расследует обстоятельства преступления. Куда уж подробнее, мужик банку в живот засунул. Медведь длиной 1,5 метра
Прикиньте, какой длинный медведь. Выпрыгнул перед автомобилем во время движения по национальной трассе 115 в Фукусиме. Кстати, вот ведмеди, они достали реально. Это не смешно даже, потому что они реально очень дофига нападают на на людей. И очень много таких новостей. Я сейчас, когда искал новости, прочитал дофигища. Это там медведь напал, здесь медведь напал. И реально с летальным исходом бывает, что реально офигели эти медведи. Их отстреливают сейчас. Но некоторые люди возмущаются, что медведей отстреливают. Я считаю, что абсолютно надо обстреливать их из укрытия, потому что они реально убивают людей. Ну, как-то нечего жалеть тут, мне кажется. Я вообще терпеть не могу медведей. Фу, мерзкие такие. Особенно, значит, без шерсти. Видели медведей? Это вообще гадость. Итак, медведь был замечен. И что произошло? Пострадавших не было, к счастью, в этот раз, но медведь был длинный. Бывший учитель начальной школы в Нагое обвинен прокуратурой округа Нагоя. Вы уже догадались, почему? Потому что учитель, вы поняли, да? И обвинение, в котором учителя предположительно делились тайно сделанными фотографиями детей в социальных сетях. Вся та же история. Учителей создали какую-то себе группу в Телеграм, нет, не Телеграм на самом деле. В соцсетях, я не знаю, может быть Телеграм, кстати. Я не знаю. А может быть в Максе. Он ловит даже в начальной школе. Поймали наконец-то. Сколько человек поймали? 3, по-моему, уже поймали. В октябре 24 года, в январе 25 года Мизуто тайно снимал на видео учениц, переодевающихся в учреждении в префектуре Айчи. Последняя тенденция в падении Ишибы. Все еще не могут решить, Ишиба уйдет или не уйдет, но вроде не уйдет, но вроде бы и уйдет. Премьер-министр стремится сохранить свою должность. Это неудивительно. Вообще ни разу не удивлен. Какое решение примет префектурная федерация ЛДП, учитывая, что ожидается подтверждение мнения местного правительства относительно продвижения претензий? Вот это я сейчас не понял, последнее предложение. Хотя премьер-министр Исиба выразил желание остаться на своем посту, ожидается, что он проведет консультации с членами парламента, местными представителями относительно... Ой, вот это опять сложное предложение. И Исиба извинился за поражение партии на выборах, но сказал, что он не уйдет. 80-я годовщина окончания войны. Произошла национальная мемориальная служба по погибшим на войне. В Японии произошла. Вот так она выглядела. Присутствовали император и императрица. Опять медведь. Медведь съел 19 арбузов, уничтожив их. Неожиданный поворот событий. Фермер очень расстроился, потому что 19 арбузов было съедено. То есть, представляете, какой был? Тоже длинный, видимо, медведь был большой. Зачем есть 19 арбузов? Съешь ты 3, но полностью. Нет, он все 19. Он их испортил своим рылом. У медведей рыло, кстати, вообще или нет? Камера, установленная телеканалом СТВ, засняла, как медведь пожирает арбузы. Можете посмотреть, пожалуйста. 13 числа на том же поле было повреждено еще 30 арбузов. Представляете, сколько? Фермер говорит, сегодня они все пропали, все арбузы. Я хочу, чтобы их быстро уничтожили. Не арбузы, а медведей. Я считаю, что он прав. Помните мэра, который извинялся за рис? У него опять проблемы. Обнаружилось, что когда он совершал извинительный тур за рис, этот тур был спонсирован государственными деньгами. И это очень не понравилось жителям города Чуэцу, мэром который является мэр Накагава. Этот юрист сказал, что на самом деле мэр хотел оплатить это все из своего кармана, но он не мог этого делать, потому что если он это сделает, то получится, как будто он дает взятку или что-то пожертвование какое-то другому городу там, в котором он сказал, что там у них рис невкусный. Короче, все очень запутанно и сложно, и в итоге оказалось, что он хотел, но ему не дали. Вот так вот такой вот человек самоотверженный оказался. Но не нравится это все-таки жителям, поэтому у них сомнения по поводу того, будет ли он еще раз мэром, поскольку скоро у него уже срок кончается в ноябре. Популярный актер Ота Мотохиро, 38 лет, находится в серьезных отношениях с бывшим национальным айдолом. Они шли на восхитительном расстоянии. Это на каком? Тайное свидание, которое могло быть только у профессионального айдола. Настолько тайное, что их застали, сфотографировали в очередной раз, как все это и бывает. В тихом престижном жилом районе Токио стоит малоэтажный жилой дом. Из здания выходит мужчина в черной одежде и солнцезащитных очках. Он идет повседневно. Но его устроено эти... Это что за фанфик вообще? Этот мужчина-актер Ота Мотохиро, 38 лет, известный своей очаровательной внешностью и драматическими мастерствами. Окей, давайте быстрее. Где вот что произошло? Бла-бла-бла, бла-бла-бла. С кем он встречается? Объясните мне наконец-то. Я не понял. Извините, ребята, новость не случилась. Японская девушка выходит замуж за международную звезду, чьей большой поклонницей она была. В 2007 году Аяна Миура училась во 2 классе средней школы. Ее мать была одержима корейскими сериалами. Аяна совершенно не интересовалась ими, но однажды, случайно взглянув на экран, она влюбилась в настоящую звезду Ли Хуна, которому тогда было 28 лет. Потом он приезжает в Японию на встречу с фанатами. Она его видит, на этой встрече.
идет вместе с мамой туда. Ничего у них не получилось, потому что это ребенок. Она влюбилась в этого Джихуна, она начала изучать корейский язык, стала переводчицей, и однажды подруга познакомилась с каким-то известным актером, потом она ее пригласила на вечеринку, там был этот Джихун, и все. В общем-то, все. Ничего такого особенного. Мацумото Джун из Араши станет независимым. Независимость Мацумото Джуна, внимание, 30 мая. А он уходит из агентства Starto Entertainment. То есть, да, он перестает быть рабом агентства. Давайте порадуемся за Мацумото. 28-летняя красавица демонстрирует свою прекрасную попу в розовом нижнем белье, завершая свою 14-летнюю карьеру айдола. Вот так вот. Фотокнига, значит, будет выпущена 4 июля. А выпущена уже, извините. Соблазнительный образ Юката особенно завораживает. Рост 147 сантиметров. Это тоже очень важно. Да. Главное, что он продемонстрировал свою попу. Это мы, наверное, одобряем. Лиса из Blackpink опубликовала закулисные кадры своего короткометражного фильма «Dream» с японским актером Кентаро Сакагучи. Вот такие фотографии она опубликовала, интимные позы. Написано, чистя зубы, бок о бок обнимаясь, излучая романтическое настроение. Ну, это как бы кино. Никого ты не удивишь этим. Ха-ха. Хикакин – это японский известный блогер, такой японский мистер Бист. 13 числа ютубер Хикакин обновил свой канал на YouTube, анонсировав суперважное объявление, которое он делает буквально раз в день. Но некоторые, написали, что типа перестаньте каждый раз вести себя так, будто это такое большое событие. Люди опять перепугались, что там произошло. В итоге это была новая песня про YouTube. И все. Это было очень супер важное событие. напугал, а в итоге это была песня. Песня я послушал, так себе. Мужчину арестовали за проникновение в кафе приюта для собак и кражу 3 чихуахуа. По данным столичного полицейского управления Токио, Тайсуки Судзуки подозревается во взломе кафе приюта собак. И, в общем, да, он украл 3 чихуахуа. Товаров на сумму 100 000 йен. И что он сделал с собаками? Сузуки проник через незапертую дверь и украл 1 чихуахуа. Но ему оказалось этого мало, поэтому он еще вернулся и взял еще 2. Видимо, решил, что 1 чихуахуа будет одиноко, без друзей. Затем он отвез их на такси в закусочную в Токио, где оставил их у входа, но позже всех 3 удалось спасти. Что это было? Нафига так делать? Возрожденная фанатами стоячая соба, где стоячая соба, на станции JR Энгару, насладитесь ностальгическим вкусом, наблюдая за проезжающими поездами. Что за стоячая соба? Я хочу собу, кстати, вообще очень сильно. Но я купил арбуз, поэтому, может быть, я переживу этот день. В общем, ресторан соба на станции Энгару. Фирменное блюдо – яйцо в смятку с жидким желтком, вытекающим наружу. Зачем такие подробности биологические? Именно поэтому поклонники так любят этот ресторан собы. Потому что они едят ее стоя. Срочные новости. Женщину в возрасте 70 лет укусила обезьяна, у которой не было левой руки. Она получила травмы и была доставлена... Обезьяна или женщина? Обезьяна, не было руки, и поэтому она была такая злая. Она напала на женщину 70 лет. И откуда взялась обезьяна в Сайтаме? Прям вот прикиньте, вот обезьяна бежит по городу. Видели такое когда-нибудь? Это же не Индия вам. Женщина доставлена в больницу. У нее все в порядке. А с 12 по 13 число поступали сообщения об обезьяне без левой руки, замеченной в соседнем городе Токуродзава. Вообще не подтверждено, та же эта самая обезьяна кусает всех подряд, или это другая обезьяна без левой руки. Ну, конечно же, другая. Их же полно. Пока что не обнаружена обезьяна. Мужчина отрицает обвинение, утверждая, что съел соленые огурцы нара перед тем, как сесть за руль. Уровень алкоголя почти вдвое превышил допустимую норму. Он говорит, что он не пил. Он выпил огурцы. Он съел огурцы, а не выпил огурцы. Вот так он ехал на своей машине, и полицейский подумал, что человек пьян. Он остановил его, и алкогольный тест показал, что он пьян. Он бухой. А, это была женщина, простите. 41-летняя женщина. Я съела соленые огурцы перед тем, как сесть за руль, поэтому, думаю, они и вылезли. Вылезли огурцы, и она говорит, я не пила, так что это не вождение в нетрезвом виде, это вождение с вылезшими огурцами. Водитель такси арестован за то, что, находясь под воздействием кокаина, врезался в автомобиль и ранил мужчину. А где он вообще взял в Японии? Вот это интересно. Не для себя, мне друг интересуется. Предполагается, что Канека спровоцировал аварию, резко сменив руль. Ну, понятно, а где взял-то? На допросе Канека сказал, что он не виноват, я не управлял автомобилем под воздействием кокаина, так он сказал. Пара арестована за предполагаемую кражу фитингов, пожарных шлангов. Железо опять воруют. Вероятно, это были те же самые, которые воровали краны в парке. Может быть, их поймали. Это просто мои догадки, что может быть они. Потому что тут еще массовая кража канализационных люков в городе Окадзаки, префектуре Айчи. На них все повесил.
Я просто предлагаю. Двое мужчин арестованы за то, что заставили голову мужчины, нет, не за голову мужчину, другого, встать на колени и разогреть его телефон в микроволновой печи, требуя извинений за его публикацию в социальных сетях после того, как видео стало вирусным. Кохей Оно, 32 года, и Йота Ибараки, 32 года, подозреваются во взломе дома жертвы и предъявлении определенного требования. Извинитесь за свои предыдущие посты на X. Никто не сомневался, что это было связано с X. Жертвой оказался мужчина 40 лет, который часто публиковал разоблачительные материалы о так называемых преступниках и женщинах в сфере услуг на X. Подозреваемые Бараки и Оно в лыжных масках отправились в дом жертвы. Они якобы разбили окно на первом этаже и проникли в комнату. Жертва спала, но, как утверждается, напали на него, прижав к земле. А затем сказали: должен извиниться за все предыдущие посты. Они заставили его встать на колени. Они не остановились на этом. Они поместили смартфон жертвы прямо в микроволновую печь. Представляете, какие злодеи. Микроволновая печь включилась, предположительно уничтожив смартфон. Затем они потребовали пароль от X. Так, они только что сожгли его смартфон. Это правильная последовательность действий была или нет? Заставили, значит, жертву назвать пароль, захватили X, опубликовали видео, на котором этот человек стоит на коленях и извиняется. И он еще был очень голый на тот момент, прям максимально голый. И видео распространилось на X. Короче, в итоге их поймали, но пока что неизвестно, признались ли они. Ну, мы все знаем, что это они. Более 100 погибли во рву замка в Осаке. Вонь сохраняется. Такие новости. Все, тут больше ничего нет. Вонь сохраняется. Рыбы умерли. Очень воняет. Слоненок родился в зоопарке. Вот так вот. Это все тоже. 37-летний мужчина, работающий в группе компании, был снова арестован в префектуре Манаши за то, что обнажил нижнюю часть тела и позволил себе непристойные высказывания в адрес продавщицы в торговом центре. Короче, мужик показал письку, и его арестовали за это. Ну, это логично. Будем ли мы его осуждать? Нет. Мы вообще никого не осуждаем здесь, правильно? Около 20 часов 18 числа прошлого месяца. Это очень важно было для вас знать, когда произошел показ гениталий где-то там, на другом конце света. Мужчина признал свою вину во время допроса в полиции. Это уже второй арест мужчины. Ранее его арестовали в прошлом месяце по подозрению в непристойном поведении в общественном месте и обнажении нижней части тела. Но то есть, как бы, его это не остановило. Все-таки он решил все-таки продолжать показывать свой этот самый момент. Мужчина арестован за угрозу убийством в адрес бывшего члена AKB-48. Предположительно, он разместил сообщение на интернет-форуме 26 лет ему. И что он делал? Он написал: «Я тебе устрою». Опасный парень. «Я тебе устрою, так что жди этого». Чего? Ну, видимо, в итоге устроили ему. Он был арестован в прошлом году, был уже арестован за это дело. Люди, видевшие новости о моем предыдущем аресте, продолжали оскорблять меня, поэтому я поддался гневу и публиковал сообщение. Поступил умный парень, конечно. Надеюсь, это принесет вам счастье, говорит счастливый бульдог, посвятивший новую лошадь породы Хатиманума городу Хатинохи, префектуре Аомори, как и в прошлом году, вдохновленный дзенскими стихами. Это все, это я просто название вам прочитал, а статья неинтересная. Вот такие новости на этой неделе. Это все. Пока. もどかしさなら